Привет! Сегодня мы разыграем пачку мармелада. Точнее, уже нет. Как-нибудь в другой раз. На самом деле, сегодня мы рассмотрим телефон, который был куплен на Джуме за 2500 рублей и который по своим заявленным характеристикам не должен уступать Samsung Galaxy A50. А вот так выглядело данное объявление на Джуме. Смартфон фирмы No Name, имеющий достаточно хорошие характеристики. 8-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутреннего накопителя и установлен Android 8. Также заявлена камера хорошего качества как фронтальная, так и тыльная, а именно 8 мегапикселей фронтальная камера и тыльная 16 мегапикселей. На фото хорошо видно, что смартфон обладает тремя тыльными камерами. Позже мы посмотрим, действительно ли это так. Также он обладает некоторыми из функций, как написано в описании, то есть это функция Face ID, а также биометрическая защита в виде отпечатка пальца. И все это всего за такую сумму. На самом деле здесь все банально и понятно, что скорее всего за такую сумму смартфон не может обладать такими характеристиками. Но все же сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет. Смартфон пришел вот в такой вот коробочке. Пришел он достаточно быстро, буквально 15 дней где-то. Имеет такую защиту от ударов. Также в комплекте наклейки с EMEI номерами. Кстати, там присутствует 2 разъема под сим-карту, а также зарядное устройство с каким-то документом. В документах, кстати, вообще не указана ни модель, ни марка, вообще никакой информации о телефоне. Также еще присутствует чехол, вроде как силиконовый. Ну что же, смартфон уже включен, сразу же видно по матрице, что она вряд ли поддерживает много цветов. Способ разблокировки весьма интересный. Здесь типа датчик отпечатка пальцев. Просто нужно подержать, он разблокируется. Сзади также присутствует разъем под датчик отпечатка пальцев. Как видим, здесь вроде как 3 камеры. Позже покажу, что на самом деле здесь это не так. Снял заднюю крышку со смартфона, и что мы можем здесь наблюдать? Во-первых, это 2 сим-карты, разъем под флеш-карту. Насчет аккумулятора, здесь не указан его объем, но по размеру он достаточно большой. Насчет камеры вы можете видеть, что здесь она всего одна. Остальные обманки. Ну и как вы уже поняли, никакого датчика отпечатка пальцев здесь нет. На крышке он есть, переворачиваем, ничего нет. Кстати говоря, от фотографий на Джуме он тоже прилично отличается. Хорошо, давайте изучать его далее. Итак, сейчас мы его разблокируем с помощью биометрической защиты, которой здесь нет. На самом деле матрица очень плохая. Все видно очень плохо. Конечно же, в первую очередь давайте протестируем камеру. Итак, сейчас у нас тыльная камера включена. В настройках я уже поковырялся, это максимальное качество, которое можно получить. Позже фотки скину на компьютер и посмотрю его реальное разрешение. И фронталка. В компьютере он определился как X27. Размер внутренней памяти указан 64 ГБ, возможно, это и правда. Чтобы проверить, верно ли указаны цифры на данном накопителе, закину туда файл более 1 ГБ. И посмотрим, как изменится объем. Почему-то файлы такого размера он мне закинуть не дает и постоянно отрубается. Попробую закинуть туда много мелких файлов в виде папки с музыкой, которая весит тоже более гигабайта. Не знаю, что происходит, но копирование троит, издает какие-то непонятные звуки и так далее. Но вроде как копируется. И музыку перекинуть он тоже не дал. Так что можем сделать вывод, что скорее всего накопитель не имеет тот объем, который указан. Что и требовалось доказать, память телефона переполнена.
Как вы видели, я скидывал туда всего 1,5 гигабайта, а теперь написано, что осталось всего 144 килобайта из 64 гигабайт. Как вы понимаете, это обман. Я думаю, что объем там приблизительно 4 гигабайта, с учетом, что там еще закинут Android. Итого, может, 500 мегабайт свободно всего. Может, гигабайт от силы. Хорошо, с внутренней памятью мы разобрались. Понятно, что это фейк, 64 гигабайт там нет. Давайте посмотрим, что из себя представляют фотографии, которые мы с вами делали. Естественно, по качеству здесь говорить вообще ничего не стоит. И фотография с фронтальной камеры. Давайте посмотрим, что здесь в свойствах. Итак, тыльная камера. Разрешение 1440 на 2560. При таком разрешении и такое качество никаких 16 мегапикселей там тоже нет. От силы 3. Ну и фронтальная камера, на которой заявлено 8 мегапикселей. Тут сразу же можно по размеру файла сказать, что там точно нет 8 мегапикселей. Нажимаем подробнее. Видим разрешение 768 на 1024 пикселей. При таком разрешении также здесь сложно сказать, что здесь 8 мегапикселей. Если кто-то знает, как точно высчитать, сколько мегапикселей в данных камерах, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я точно вижу на глаз, что эти характеристики также оказались фейковыми. Так, давайте перейдем в настройки смартфона, чтобы показать вам, что здесь указаны за данные. Что удивительно, здесь работает автоповорот экрана, такой небольшой плюсик. Давайте посмотрим, сколько здесь указано оперативной памяти. 4 гигабайта. Так, неплохие цифры. Так, перейдем в память. Как вы уже видели, что памяти здесь указанной абсолютно нет. Хорошо. Давайте перейдем в приложение очистка ОЗУ. И здесь мы увидим реальные данные по оперативке. Здесь всего 512 мегабайт. Занято 337, доступно 130 мегабайт. Вот такие вот дела. Вот его реальная оперативная память. 512 мегабайт. Сложно наверняка сказать, установлен ли здесь Android 8 версии. Если мы нажмем информацию о телефоне, то здесь, конечно, верить тоже уже нечему. 8-ядерный процессор, вряд ли он здесь 8-ядерный, скорее всего одно ядро. Также нашел функцию в настройках Fingerprint, имеется в виду биометрическая защита в виде отпечатка пальцев. Но у меня сомнения по поводу его работоспособности. Итак, пишут, отсканируйте свой отпечаток пальца. И почему-то датчик указан прямо по центру экрана. Окей, сколько же здесь датчиков? Ребята, кажись, работает. Финиш. Все, защита установлена. Ой, а теперь отпечаток пальца находится в другом месте. И любой человек может его разблокировать. То есть ее здесь нет. Это тоже обман. В принципе, телефоном пользоваться можно для звонков, для посещения страниц в интернете. Хочу подвести итог насчет этого телефона. Конечно, обидно, что китаец в своем подпольном цехе обманывает людей и указывает характеристики, которые вовсе не соответствуют фактическим. Но, с другой стороны, цена у него соответствующая, и ожидать от этого смартфона большего и не стоило. Ну и, естественно, верить всему, что написано на заборе, не стоит. На этом все.